Всем доброго раннего утра. Здесь некая туманность гуляет. Заметили? Вот даже на камеру попала. Насколько вы знаете, тут курящих нету. И в ближайшем окружении тоже никого. Ну ладно. Бывают иногда такие активные дни. Итак, друзья мои, я говорила, еще раз повторяюсь, но время от времени мне приходится снимать по новой ролик для того, чтобы люди знали, потому что много есть новых людей. Я почему говорю, что всякие мерзости, желающие на моем имени сделать себе имя, говорящие о том, что я хочу убрать их канал, потому что я их боюсь, это смешно, конечно. Боюсь. Не боюсь, а мерзко. Ну ничего, новый закон об интернете вышел. Начали прижимать, сейчас дальше будут прижимать. Пускай расслабляются. Так лучше даже. Потому что вначале начинает все удалять от страха, а потом думает, что это все было шутки, и снова начинает добавлять. Ну вот в этот момент их за хвост и прижмут. Пускай делают. Вместе это холодное блюдо. Пойдемте далее. Так вот, о чем я говорю? Вот эта всякая мерзость, которая мешает работать мне, понимаете, отвлекает на все эти различные проблемы, нервы. Легко сказать, не обращая внимания. Очень тяжело и очень несправедливо, когда ты делаешь столько хорошего людям, а возвращается вот таким дерьмом от таких людей. Ну и вообще, когда мешают тебе работать, страдают люди обычные, не я. Я могу, знаете, одному человеку отказать, потому что у меня времени нет, или, скажем, я занимаюсь тем, чтобы убрать эти говноканалы. Но в это время, например, я не помогу человеку, который нуждался в помощи. И все это проклятие выльется на голову тех людей, которые мешают этому процессу, этой нужной работе. А она нужная, дорогие друзья, очень. Потому что я действительно очень многим помогаю, причем помогаю даром. Вы не знаете закулисную мою жизнь. Вы знаете, сколько раз бывает, что ты помогаешь ребенку, вытаскиваешь просто буквально с того света, или помогаешь жить полноценной жизнью, разговаривать. Например, закрываешь этот НУРЭС, который мучил ребенка до 12 лет, он стеснялся куда-то выйти. Это для него стресс, когда он начинает взрослеть, и для него вот это вот постоянно издевки сверстников очень, очень тяжело переносится. И после этого у тебя начинаются непредвиденные расходы в буквальном смысле этого слова. Что-то разбивать, что-то ломать. Тебе приходится по новой такую нормальную сумму тратить для того, чтобы по новой восстановить утраченные. Нашу закулисную жизнь никто не знает. Всем кажется, что нам это все дается легко и просто. А на самом деле нам приходится бороться со всем миром. Со всех сторон нас атакуют. Полным-полно аферюк. И когда люди заходят на твой канал, они могут принять тебя за одну из них, например. Потому что они привыкшие, что все, кто занимается магией, аферисты, и мошенники, и шарлатаны, и вообще ничего не понимающие, не знающих, накрутили, раскрутили. И никто не будет вникать, что этот человек совершенно иного типа. Мы мешаем людям, которые бездарны, но хотят славы. Мы вызываем зависть, мы вызываем ненависть у низких существ, мы вызываем зависть у бывших друзей, они пытаются нагадить на наше имя, они пытаются сливать наши каналы, они пытаются взломать, они пытаются обгадить, они пытаются снимать ложные, лживые такие какие-то там, каких-то людей сажают, закрывают лицо, и вот давай говори, что вот она взяла столько-то, обманула, сделала то. Идите в милицию, пожалуйста, вон идите, пишите заявление.
если это правда. В чем проблема? Зачем в Ютубе сидеть и говорить об этом бездоказательно просто так? А потому что просто эта информация распространяется, понимаете? И они это знают, они прекрасно знают, что это вранье, что это подговорено, что это специально сделано. Многие из них из разных стран в надежде, что, ну, мне ничего не будет, ну, минимум, максимум, что с нами будет, ну, заблокирует канал. И они правы, да, это абсолютно безнаказуемо. Интернет появился, человек может делать, что хочет. Вот у меня сосед хорошо живет, возьму, создам канал, да, какой-нибудь анонимный, зайду, напишу, что он убийца, что я лично видела, как он там девочек насилует у себя в гараже. И вот пускай он задницу рвет и доказывает, что это не так. Кто-то скажет, не обращай внимания, кто-то скажет, если был не виноват, не реагировал бы. А вот ублюдок сделал свое дело, пустил в ход вот эту информацию, оно пошло. Порочить человека легче простого. Скольких врачей обвинили в педофилии, скольких врачей обвинили в этом, в другом. Скольким известным людям приписали такие вещи, которые они не делали. Я помню, когда Соловьев сказал, я вначале доказывал, что у меня не 5 жен было. Потом я доказывал это, потом то. Потом я понял, что просто у меня жизни не хватит всем все доказать. И мне просто жизни не хватит. И я это все отпустил. Понимаете? И чем больше о тебе узнаю, тем больше ненависти появляется к тебе, потому что видят твой успех. А успех, он просто так не приходит, дорогие друзья, он приходит через боль, через потери, через очень страшные жертвы в жизни, о которых другие люди не знают, понятия не имеют. Я ж не буду сидеть рассказывать о своей жизни каждый божий день. Но вы даже представления не имеете, что нам приходится пройти, чтобы закалиться, чтобы собрать эти знания, чтобы собрать этот жизненный опыт и начинать людям помогать. И те, которые это не прошли, за 5 минут раскрутились, пришли, они за 5 минут и потухнут, и уйдут. И таких было множество. Многие ходят по шоу, шастают туда-сюда, но я еще не видела, чтобы этим людям подарили хоть одну соломинку, извините меня. А насколько я востребована, вы видите, как со всего мира ко мне прилетают различные, абсолютно, ну, просто уникальные вещи, которые мало кто получает. Об этом, что это говорит, о чем это говорит? Можно ходить по шоу, но быть никем. Понимаете, шоу платишь и идешь туда и снимаешься. А здесь ты работаешь, ты реально помогаешь человеку, и реально идет оттуда отдача и благодарность. Это реальные люди. И вот сейчас я хочу еще раз напомнить о том, что я детям, дорогие друзья, помогаю даром. Я детям помогаю абсолютно даром. И вы это знаете. Я помогаю людям, у которых смертельная болезнь. Я им тоже помогаю. В этом случае я гарантии не даю, потому что если позволит мне силы, вытащу человека с того мира. Не позволит, не смогу. Но пробую. И знаете, много было результатов. Из комы вытаскивали людей. Чего только не было. Сейчас я хочу вам показать, то есть одну вещь. Да, насчет детей, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Пишите через Яну. Пишите ей, напишите год рождения ребенка, его имя матери желательно. Ну, не всегда, но иногда нужно, потому что в некоторых заговорах, когда я читаю, там сказано, рожденный такой-то матерью, такой-то человек и так далее. Но она мне передает эти фотографии, естественно, я начинаю работать. И в течение 2 недель пишите, в течение месяца должны быть перемены. Естественно, есть запущенные случаи, за которые я не берусь и зря не обнадеживаю родителей, потому что зачем людей мучить, скажите мне, если не получается. Я не буду показывать, естественно, я показывала много таких СМС, и вообще я как-нибудь, наверное, попрошу снять еще один ролик. Знаете, для чего? Не потому, чтобы вам показывать или хвастаться этим. Хотя можно и похвастаться, почему бы нет. Миллионы людей платят миллионы, и у них нету никакого результата. Им просто каждый день на уши лапшу вешают. Вот это надо, еще там к тебе порчу делал, потом еще раз делали. А я 100 раз говорила, оплачивается работа 1 раз. А в этом случае я бесплатно помогла и сделала это. И ни одному, и ни 2 людям. Почему бы не похвастаться, правда?
Я думаю, что имею право. Но в любом случае, дорогие друзья, эти СМС, которые люди пишут, оно укрепляет в людях уверенность в завтрашнем дне. Они понимают, что и со мной может такое чудо случиться. Почему бы нет? Ребенок, который абсолютно не говорил. Добрый вечер, Инга. Хочу поделиться с вами радостью. Сын Сардор, кроме своего тарабанского, сказал четко: «Мама, почему?» А потом сам ответил: да потому что я в ступоре была. Попросила повторить. Он повторил. Спасибо вам, Инга, огромное. Лед сдвигается. Дай Бог скоро говорить благодаря вам. Дай Бог вам благополучия, здоровья, много удачи и так далее, и так далее. Вы столько хорошего делаете для людей. Я очень много хорошего делаю для людей, но люди не всегда отвечают благодарностью. А сегодня уже этот ребенку уже 3 года с чем-то. А сегодня этот ребенок вот мне отправил голосовое. Прошло буквально недели с чем-то. Но если процесс идет, он уже идет. Включаю вам, слушайте внимательно. Это же вообще чудо. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетя Тетя. Инга. Ника. Спасибо Спасибо. вам Мам. большое. Большое. Я Я. Сардор. Вот это. Я Я. Сардор. Готов. Видите, как четко начал говорить? Он вообще не разговаривал. Вообще не разговаривал. Я не буду все показывать, потому что просто ролика не хватит. Все эти голосовые, все эти СМС. Я вот буквально вот сегодняшние показываю вам. Утром получила. Следующий давайте. Здесь немножко человек эмоционирует, но ничего страшного, это нормально. Я не называю ее имя, я надеюсь, что она не против. Я чаще спрашиваю, иногда бывает, что без спроса как бы показываю, естественно, урезаю номер, все такое, потому что много тварей, желающих этим людям гадости написать из-за того, что они меня благодарят, представляете? Ну, понимаете, как, девочки, ваш успех, успех ваших детей, наш общий с вами успех, он вдохновляет других женщин. Поэтому давайте покажем, ничего здесь такого нет. Здравствуйте, Яна. Я вам отправляла фото моей дочери, она не говорит, Аделина. Я сейчас плачу. Она мне вчера сказала, куда пошла мама. И я чуть со стула не упала. Я не знаю. Вы не могли бы Инге передать мою бесконечную благодарность? Она сказала, куда пошла мама. Понимаете, это ребенок, который молчал. Я чуть с ума не сошла. Это великая радость для меня. Спасибо. Вот начало есть. А теперь она будет говорить. Через неделю-две будет лепетать, потом постепенно говорить, открылась. Дорогие друзья, есть определенные вещи, которые приходят в жизнь ваших детей, в вашу жизнь или через вас передаются вашим детям. Вот вас ненавидели, не принимали в семье, или у вашего супруга бывшая была жена или бывшая девушка. И вот она всеми методами пыталась помешать, скажем, вашему браку. И все это проклятие, ненависть, все эти сказанные, все эти посылы, они приходят на голову вашего ребенка. И ребенок рождается с определенными проблемами. И достаточно эту демоническую силу убрать. То есть она приходит, мучая ребенка для того, чтобы вам отомстить. И достаточно эту силу убрать, открыть. Или есть моменты, когда мы просим определенную силу прийти, исцелить, снять это. Заметьте, я помогла этим людям за миллионы километров. Они не отсюда. Они не лично приходили ко мне. По фотографии я это сделала. Но есть еще и по фантому. И эта работа точно такая же. Мы лечить не вправе. Мы не вправе вмешиваться в работу врачей.
Никогда. Это время может быть пропущено, человек может погибнуть. Но усилить человека, совместно с врачами работать, ну еще вот в этом, то есть в таких случаях, где нету риска, да, для человека, то есть там нет риска. Ну не заговорит, это не смертельно, если не получится. Но можно заговорить грыжу, можно заговорить НРС, можно открыть ребенку речь, можно повлиять на его умственные способности, на память, можно повлиять на то, чтобы ребенок начал вести себя адекватно, лучше. Есть дети, как чертенята, прям говорят гиперактивные, но не только в этом дело. Иногда ребенок прям ведет себя ненормально, иногда. Страх детей, страх проснуться, много кто. Вот женщина мне из Греции, если помните, мне подарки отправляла тоже. Я ее сына вылечила. Тоже был жуткий страх. Ужасно. То есть вещи, которые, ну, не сопровождаются риском. Ты не отнимаешь у врачей хлеб. Но ты можешь помочь в этом деле. Вот такие работы может выполнить ведьма. Это нелегко, дорогие друзья. Может, кому кажется, что это, если это ребенок, мало тратится сил. Как у меня сын говорил, да, детский врач по-маленькому лечит. Это не имеет значения. Это такой же человек, у него такая же душа, с ним такая же работа. Иногда даже с детьми надо быть понежнее, поосторожнее, потому что их защита слабее. И поэтому с ними работая, надо учитывать очень много нюансов. И это отбирает точно такие же силы. Но я никогда не жалела, я не жалею. Пускай обо мне говорят в этом мире и хорошее, и плохое. Пусть делают, что хотят. Когда меня не станет, время рассудит, кто я была, что я делала и зачем я пришла в этот мир. Понимаете, я иногда начинаю понимать, что я, наверное, родилась чуть пораньше своего времени. Я опередила, наверное, свое время. Мне бы родиться лет через 100 позже, когда, может, человечество уже было бы готово ко всему этому. Сейчас я просто родилась рано. Вот как в средние века рождались люди, опережающие свое время и были не приняты, которых то убивали, то изгоняли, то они подвергались гонениям. Они опережали свое время. Не то время, еще люди не готовы к таким вот вещам, к таким чудесам. Они пытаются это обгадить, они пытаются это объяснить по-другому. Они завидуют этому, вместо того, чтобы радоваться, что есть, может быть, человек, правда, есть человек, который, ну, реально делает это все. Ну, надо это принять. Не все же одинаково, аферюги, я не знаю, шарлатаны и пустословы. Есть люди, которые действительно это могут. Ведь в деревнях жили женщины, которые это... Моя бабушка это делала всю жизнь. Прабабушка моя была такая. Мамины бабушки были. У меня бабушек дофига. И почему-то мне вот повезло с бабушками. И все что-то умели. Кто-то был травником, кто-то врачевать мог. Мамина прабабушка вообще была повитухой. К ней все ездили. Она вся такая была из себя женщина. Знаете, прям такая княжеского такого разлива. Я переняла у них, наверное, это все. Почему бы не признать? Зачем гадить это все? Разве плохо, что у детей вот новая судьба, новая жизнь? Это плохо? Зачем это гадить? Зачем пытаться это опошлить, опустить, обесценить? Я понимаю, что зависть вызываю я своими знаниями, умениями, силой. Я все понимаю. Я готова к этому. Я не удивляюсь. Я удивляюсь, что оно только началось. Раньше могло начаться. Но нельзя же мешать человеку помогать другим людям. Вы другим мешаете помогать. Мне все равно. Меньше придут детей. Да ничего страшного, я отдохну больше. Но зато у них шанса не будет. Их шанс пропадет из-за таких тварей, как вы. А всем остальным людям, которые хотят обратиться, но еще пока не знают, а может быть переживают или думают о чем-либо. Дорогие друзья, детей я лечу абсолютно даром. Было, есть и будет. Людей, которые на пороге смерти, я лечу абсолютно даром. Но я не от болезни их лечу. Я запретила вообще думать им о том, что я буду их лечить от какой-либо болезни. Я снимаю эти симптомы, я усиливаю этих людей, чтобы они могли перебороть эту болезнь. Понимаете? Перебороть эту болезнь могли.
Но лечить я не рискую, нельзя этого делать, это преступно. Врачи для чего существуют? Почему я должна лечить? Меня врач вылечил, потому что мне не вправе, сами себя мы лечить не можем. Это, во-первых, начнем с этого. Мы много чего можем себе призвать, но лечение – это врач. Доктор, он для этого и существует, хороший доктор. Но если эти заговоры, эти работы помогут найти хорошего врача, помогут сложиться так всей ситуации, чтобы человек спасся, разве плохо это? Я думаю, что нет. Нельзя брать плату с детей, нельзя брать плату с умирающего человека. У него и так расходов дофига. Тут еще и ты будешь что-то брать и не гарантировать ничего, ни туда, ни сюда. Воспримите, что в этом мире есть люди, которые действительно реально могут. И эти люди окружены огромной любовью, благодарностью, но в то же самое время окружены ненавистью, завистью и желанием их просто изничтожить. Ничего ни у кого не получится. Но время отнимается. Время. Понимаете, постоянные атаки на канал. Ну, салют этот канал. А им терять нечего. У них несколько роликов перезагрузили это говно по новой, да, и пошло. А у тебя миллионы просмотров. Они же прекрасно понимают, что терять-то есть тебе, а не им. Хотя, с другой стороны, что тут терять? У меня этих каналов очень много, и людей, этот процесс уже не остановить. Это уже нереально. Меня знают, знали, будут находить все равно люди. Снова будут. Через несколько месяцев та же цифра возрастет, может, в 3 раза больше. Популярности добавляйте вы мне. Поверьте мне, вы показываете, что я настолько вас всех пугаю, я настолько сильный человек, что все пытаются от меня избавиться. А вы знаете, что люди всегда тянутся к запретному? Они считают так, если этого человека пытаются отсюда убрать, значит, этот человек действительно сильный. Просто так никого не преследует. Преследует лучших. Лучших всегда. Вы знаете, собаки, вот эти вот шавки, ходят стаями, а лев один. Но я еще не знаю случая, чтобы шавки могли льва одолеть. Ну вот нету таких случаев, понимаете? Не существует. Потому что лев самодостаточен. Для того, чтобы он был уверен в себе, ему компания шавок не нужна. А вот шавки чувствуют безопасность только вместе друг с другом. Всем удачи, всех благ этим детям в том числе и другим, которым я буду помогать. Еще раз напоминаю, я помогаю даром детям и людям безнадежно больным, которые решили все-таки бороться со смертью и жить. Есть очень много ритуалов, в частности ритуалы кавказской магии, вуду. Не все я раскрываю, не все показываю, все у меня уже растащили, уже украли, все, что возможно. Меня же и обгадили, облаяли, что я уже начала как бережно относиться к своим трудам. И не хочу же разбазаривать на этих ублюдков, чтобы просто вот потом твое брали, тебя же и облаяли. Не хочу. Но есть очень много методов, по которым убираются эти болезни, снимается. Вместе с лечением у врача, напоминаю еще раз, но в любом случае возможно спасти, возможно усыпить эту болезнь на некоторое время. Когда были моменты, когда я видела, что нереально просто, нереально это не снять, усыпляли болезнь через 15 лет. Были люди, которым я говорила, были люди, которые не знали, я родственникам говорила. У меня последний случай был где-то 6 лет назад, когда я женщине сказала, я вашу болезнь усыплю на 5 с чем-то лет. Вот 5 лет, 7 месяцев вот так вот выдержит. Она говорит, пускай будет. Я успею все сделать, и наследство перепишу, и все такое. И вот недавно мне сказали, что она умерла. Вот, я сейчас не буду считать дни, но примерно вот столько же, сколько я ей сказала, и она ушла. Врачи были в шоке, что у нее внутренних органов почти не осталось, рак все сожрал. Как она жила, непонятно. И боли-то не чувствовала. Бывали случаи, когда перед смертью я говорила, нереально, можно отпустить душу на волю. Вылечить человека невозможно этого. Но сделать так, чтобы последние дни она провела с семьей, чтобы она была в трезвом разуме, боли не было. Вот была женщина, мне так стало ее жалко. Но что делать? Все, время, срок подходит.
Она говорит, встала утром и говорит, знаете, такое чувство, что я вылечусь. Вот мне сегодня не больно, я вот так хорошо себя чувствую, может, лекарства подействовали. Любой человек надеется до последнего, как бы мы ни говорили. Жизнь есть жизнь. И говорит, мы просто знали, мы не стали говорить, мы начали говорить, да, может быть, почему бы нет, с чего, вон сколько людей вылечиваются и так далее. И вот она несколько дней провела с семьей, на природу ездили, она не могла нарадоваться. И потом легла, утром ее нашли, она уже все ушла. Понимаете, вот безболезненно уйти последние дни, провести с семьей. И такие варианты были. И это очень тяжко, это легко говорить просто со стороны. Я когда работала в хосписе, я думала, я с ума сойду, но я к этому привыкла. Я себя переломила. Я специально хотела там работать. Я хотела понять, что такое смерть. Я хотела понять, как человек уходит, что он чувствует при этом. Спокойно уходят люди, смиренно. Нет, никто не кричит, не орёт и не бьется головой об стены. Это в кино так. В жизни спокойно, смиренно люди смиряются и уходят. У людей есть механизм самосохранения, она включается, человек смиряется и уходит. Но вот этот весь процесс. Вы одного человека провожали на тот свет, вы видели, как уходит человек. А я со столькими смертями столкнулась, когда люди просили сделать так, чтобы вот уйти в такое-то время. Я помню, что женщина пришла и попросила, пожалуйста, сделайте так, чтобы она пережила свой день рождения, прям мечтает она свое 60-летие отметить, и после уйдет. Я говорю, сложно, но попробуем. И вот она буквально утром, она отметила ночью день рождения, утром ее не стало. Понимаете, вот такие четкие цифры ставить, время ставить, это очень большую силу отнимает, это только сильно решается. Пропустить через себя онкологию людей. Я, которая прошла это, я знаю, что это за ужас. Вообще нормальный человек за километр должен. Не, до свидания. Я такие тяжкие случаи через себя пропускаю, рискуя своей энергией. Но я рискую не для того, чтобы потом меня говном обливали, понимаете? Вы говорите, делаешь добро и не требуй обратного. Это ненормально, так не должно быть. Мы, делая добро, все равно в душе надеемся, что это будет оценено. Да, нам ничего не надо, но и дерьмо не надо в ответ нам отдавать. Как можно говорить человеку, ты добро сделала, а как тебе ответили, это не имеет, как это не имеет значения? Что это такое? Ты голодного позовешь домой, он поест, потом тебя же ударит и выйдет? И нормально, и скажешь, ну и что здесь такого, ты же добро сделала. Нет, дорогие друзья, так нельзя. Добро нужно видеть, ценить и уважать, а не доводить человека до того, чтобы сказал, да пошли бы вы все уже. Реально, идите ищите помощи вот этих тварей, которые на меня гавкают. Идите, они вам помогут. Не помогут они, потому что они никто. Это люди, которые пришли просто заработать. Благо, на Украине, к сожалению, сейчас с работой очень туго, люди уезжают. А как заработать? Вон взять, Хосроева облить говном каждый день. Кто-нибудь доклюнет. Понимаете, 1000 рублей заработают. Тоже деньги. Не так люди поднимаются. Люди поднимаются на своем таланте, на своих знаниях, на своем умении, на своей силе, если она есть. Вот тогда можно сказать, да, это заработанные деньги, это твое. Это ты сделала, а не вот так облить дерьмом. Как одна сидела каждый день. Почему вчера захожу, какая-то, тварь, я не знаю, как сказать, гипнозом каким-то, он там или каким-то радиосвязью связывается с душой Децела. Вот я связался с душой Децела. Я говорю, молодой человек, если ты так будешь омерзительно себя вести, у тебя ничего святого нет, то скоро мы тоже с тобой свяжемся через доску Уиджи. Ничем не гнушаются люди, понимаете? Ради хайпа, ради денег, ради лайков, ради славы. Облить другого человека, который создал, сделал столько всего сам лично сделал, взять и этого человека опустить, обозвать, чтобы на его имени пару копеек заработать. Да, боком выйдет. И выходило всем. Но вот этим людям, которым я помогаю, мешаете вы им помогать. Уважаемые люди, вы им мешаете. А сейчас я хочу еще раз включить одно удовольствие. Слушайте этот лепет, который уже не лепит. Который уже не лепит.
Согласны? Сейчас, секунду. Где он у нас был? Да. Здравствуйте. Тетя. Тетя Тетя. Инга. Ника. Спасибо Спасибо. вам Мам. большое. Большое. Я Я. Сардор. Вот это. Я Я. Сардор. Готов. Аж прослезилась. Я вообще редко плачу. Вот здесь очень много мишек, игрушек. Вот эти все мишки мне дарят дети. И дарили, и дарят. Многие из этих мишек я отправила домой, потому что слишком много их было. У меня еще несколько черных пантер в балконе лежат. Каждая из этих игрушек – напоминание о спасенной жизни, о полноценной жизни человека. Боги рассудят, кто была я, кем я являюсь. Придет время, и люди, может быть, будут рады, что когда-то меня знали. Не потому, что я такая великая, а потому, что я просто человек. Человек, который способен помочь. И делает это абсолютно бескорыстно, очень-очень многим помогая. А что касаемо платы за труд, плата за труд должна быть. Люди не из-за платы переживают. Просто есть очень много моментов, когда люди оплачивают много кому и никакого результата. А есть, когда оплачивают и получают результат. Это приносит им удовлетворение, меняет их жизнь. Вот что важно и главное в магии. Быть сам собой. Всех благодарю. И все, что я хотела, уже сказала. Всем удачи.